Всем привет, друзья! Добро пожаловать на канал Много Денег. Давно вы не видели от меня роликов подобного формата, потому что я давным-давно занимаюсь только одним делом, на котором, собственно, зарабатываю, и про это освещаю на своем канале. В этом ролике я тебе просто покажу, как можно копировать, ставить, и ты будешь зарабатывать за эти деньги. Да, перед этим немножечко нужно будет обучиться, естественно, обучиться, но у тебя будут все возможности для того, чтобы обучиться на демо-счете. Затем ты сможешь уже зарабатывать просто легко, смотря на некоторые вещи, на некоторые детали, и нажимать кнопочку «Копировать» и «Вставить». Я буду рассказывать вам схематоз, как можно заработать в интернете совершенно любому новичку из любой точки мира, из любой точки планеты. То, о чем я всегда раньше повторял, сейчас в этом ролике снова проговорю и повторю. Давайте для начала, перед тем, как приступим к самой схеме заработка, я немножечко такую вводную часть вам расскажу, немножечко покажу, почему я это делаю. Перешел на сайт, называется Google Trends, сюда мы просто пишем запрос, на который хотим получить ответ, посмотреть его динамику вообще во всем мире поиска. Как заработать в интернете? Я ввел просто поисковую строку и нажимаю обзор. Следующим шагом открыл страничку, я ставлю по всему миру. То есть смотрим запрос по всему миру за последние, давайте, 90 дней и посмотрим динамику. Видим, как заработать в интернете. Это неизменная классика, которая популярна совершенно во всем мире. То есть люди постоянно хотят научиться начать зарабатывать, вообще просто хотят узнать, как можно заработать в интернете. Следующий запрос, который я пишу, просто как заработать деньги. Снова смотрим динамику за 90 дней по всему миру. Динамика не спадающая, она постоянно актуальна, постоянно активна. То есть постоянно смотрим, множество людей по всему миру ищет способ заработка денег в интернете. Конкретно вот на топ-1 месте Киргизия, второе Россия, Казахстан, Армения, Молдова и пошло-поехало. То есть почему люди ищут, даже вот видим Соединенные Штаты, меньше одного, это все равно значит ищут просто запрос на русском языке я написал, а люди ищут на английском. Следующим шагом я открыл небольшую инфографику, сколько получают самые богатые и самые бедные люди в разных странах мира. То есть эта инфографика показывает соотношение богатых и бедных. Смотрим, Россия находится, конечно, не на самой верхушке, то есть не самая бедная страна, да, но все равно видим разрыв просто $9 и $40 на богатого. В день условно зарабатывает бедное население России $9 где-то в среднем, а богатые $40, ну то есть средняя и богатый более класс. В данном ролике я как раз хочу почему затронуть эту тему, потому что люди все больше хотят начать зарабатывать, стать более независимыми от работы, потому что, работа, на самом деле, я по себе знаю, когда работал в Магните, зарабатывал эти копеечные деньги, и просто когда тебя вместо одной должности на тебя навешивают несколько должностей, тебе просто нужно пахать за нескольких людей. Именно поэтому я плавно перешел в заработок в интернете, то есть я не просто так там решил, все, хочу зарабатывать, а потому что мне надоело это рабство. Это было уже более 9 лет назад, на текущий момент я зарабатываю в интернете ежемесячно более $500 000 и более 1 миллиона рублей. То есть, от месяца к месяцу по-разному прыгает, разные значения бывают. Какие точные суммы, не думаю, что нужно о точных суммах говорить. Лучше просто посмотри этот ролик до самого конца и попробуй просто выстроить такую же свою схему заработка и просто начать зарабатывать. Также по инфографике видим, что самая бедная страна — это Нигер, Кения, Индия. Получается, разрыв здесь достаточно ощутимый. Если на бедного $1, то на уже более богатое население, точнее, более платежеспособное, получается, $6. И Америка — самый большой разрыв. В принципе, что очевидно. Лайк авансом всегда приветствуется, по старинке, как с первых роликов я говорил, да. Подписочка на канал, смотри ролик до самого конца, и мы начинаем. Первое, с чего мы начинаем делать, просто переходим на сайт. Ссылочка находится в описании под видео. Это наш с другом сервис, который мы разрабатываем уже несколько месяцев, постоянно доводим до ума и прямо буквально каждый день мы работаем, пашем над тем, чтобы этот сервис стал еще лучше. Перешли на сайт posignals.com. Все, ничего сложного, ссылочка в описании. Что делаю? Нажимаю просто «Подключиться бесплатно». Сервис совершенно бесплатный для каждого. То есть, что нужно сделать? Просто запустить бота. Запускаем бота. Открывается Telegram. Открываем приложение Telegram. Просто запускается приложение в Telegram. В этом приложении вас поприветствует бот. Наш бот, Posignals бот.
твой персональный трейдер 24/7. Да, это видео про трейдинг будет, поскольку я уже более 2 лет плотно занимаюсь только трейдингом, изучением графиков, рынка и в целом поиск подхода к торговле. Если не знаешь, о чем я сейчас говорю, можешь просто посмотреть предыдущие ролики, либо просто этот ролик смотри, и все, и ты все поймешь. Просто запускаем бота, он стартует, приветствует, говорит, что нужно делать, выполняем все команды, просто главное внимательно читаем, бот все подсказывает. В скором времени бот обновим, будет все гораздо более приятнее, интуитивнее, все будет более понятно. Если что-то непонятно, всегда можешь нажать кнопку «Нужна помощь» и пообщаться с нашим менеджером. Также я тоже лично там общаюсь. То есть либо наш менеджер, либо я. Кто-то постоянно там находится. После того, как ты прошел по всем шагам, вот видим шаг 2, следуй инструкциям, шаг 3, войди через Telegram. То есть на данный сайт могут зайти только те, кто стал нашим партнером и, соответственно, прошел по всем шагам и уже находится в нашем закрытом чате. То есть совершенно бесплатный доступ, но нужно выполнить просто некоторые шаги. Нажимаю кнопку «Войти», поскольку уже я здесь зарегистрирован, то я сейчас просто войду на сайт. Вошел на сайт, здесь есть небольшие инструменты, то есть Enigma Spectre Charts, о которых также рассказывал в предыдущих роликах. В этом ролике я уже покажу без обзора просто конкретно схему заработка. И есть документация. Если что-то непонятно, всегда можешь зайти в документацию, ввести в поиск свой вопрос, например, в поиск «Как слово написали», и появляются все варианты с данным словом, то есть что можно найти, что можно сделать, вообще написав данное слово, да, или там как создать бота, например. Ты написал «как создать», все, различные ответы здесь вам автоматически появляются, то есть все интуитивно просто, понятно. Пока что документация не огромная, не прям самая емкая, но она охватывает самый важный функционал. Есть по Enigma, по Spectre Charts, по Spectre Bot Builder, то есть конструктор ботов, который поможет тебе начать зарабатывать. Переходим как раз на сам сервис по Signals, открываю Spectre Charts. У меня здесь уже добавлены необходимые индикаторы, я сейчас тебе покажу, как зарабатывать, затем покажу, что за индикаторы и какие настройки. Следующим шагом, что нужно сделать, открываем сервис как раз-таки Pocket Option. После того, как перешли на данный сервис, вы на него перейдете из Телеграма, то есть здесь видим написано «Создать новый аккаунт на Pocket Option», то есть если у вас уже ранее был старый, удаляем аккаунт, создаем новый. Переходим по ссылке, у вас автоматически откроется ссылка на регистрацию. Просто вводите здесь свой e-mail, свой пароль вводите и оставляете промокод. Промокод для чего оставляете? Не для того, чтобы там сразу пополняться по этому промокоду, а для того, чтобы правильно прошла регистрация и привязаться под нами, то есть под нашей партнерской сетью. И нажали кнопочку «Регистрация». Зарегистрировались. После того, как зарегистрировались, вы окажетесь в своем аккаунте. Я сейчас просто вошел в свой аккаунт, поскольку он у меня уже здесь есть. Я сейчас перешел в профиль, как раз таки показываю, что нужно сделать. То есть, во-первых, верифицировать e-mail, телефон, ввести дату рождения, обязательно вводим, и статус личности делаем верифицированным, для того, чтобы вы как раз-таки могли сберечь свои деньги. То есть верификация обязательно нужна для того, чтобы вы защитили свои деньги и ничего не потеряли. Сейчас я здесь замазал лишнее, чтобы в монтаже это не убирать. Ненужная информация для вас. То есть обязательно проходим верификацию. Переходим в финансы и пополняем депозит, то есть на определенную сумму. То есть вам бот подскажет, на какую сумму на текущий момент времени мы рекомендуем пополнить. То есть там небольшая сумма просто для того, чтобы стать нашим партнером. Для чего это делается? Для того, чтобы пройти небольшую проверку, так скажем, верификацию внутри нашего чата, благодаря сервису, на котором вы будете работать и зарабатывать. Для того, чтобы мы могли вас идентифицировать, не бот ли вы или не какой-то спамер, не мошенник. Потому что когда мы делали какой-то период, у нас был бесплатный фот, у нас к нам в чат зашли несколько мошенников, просто спамеров, которые начали просто, заспамливать и чат, и людей, наших партнеров. Даже меня заспамливали, хотя я там вроде бы как админ, да, но даже не постеснялись просто админу спам кинуть. Хорошо, нашли, вычислили, кто это, ввели платный доступ. Но вы должны понимать, деньги мы себе ни копейки не берем, все остается на вашем депозите. То есть, когда вы пополняете счет, деньги поступают к вам на ваш счет на депозит. То есть, что вы с ними можете делать? Вы сможете просто зашли, пополнили депозит, зашли к нам в команду и просто вывести эти деньги. Что можно на эти деньги просто приумножить свой депозит. Давайте будем говорить так в формате моих роликов, с которых я начинал. То есть, люди просят контент, я не просто так записываю данный ролик. Партнеры просят контент, мне периодически пишут. Подписчики просят контент. То есть, я делаю контент сейчас.
и вы можете в этом убедиться. Просто теперь переходим на быструю торговлю, реальный счет. Следующим шагом, что буду делать, сейчас мы переходим на наш спектр инструмент, на котором у меня же открыты все необходимые индикаторы. Давайте я вам просто покажу, что за индикаторы открыты, вообще что здесь происходит, да, на самом деле. Как пользоваться данным инструментом, можете посмотреть предыдущий ролик мой на канале. Здесь вот где-то вот появится ссылка. Вы переходите, смотрите, что за инструмент. Там обзор, как пользоваться, как правильно добавлять экраны и вообще, что такое эти самые экраны. Следующее, показываю ботов, какие у меня добавлены. Переходим к самой сути. Поэтому не забывай лайк поставить. Стараюсь записать небольшой контент, немножко интересный, динамичный, не скучный в этот раз, да, как обычно бывает. Что у меня добавлено? То есть Flip Strike бот. То есть открываем 3 точки, переходим в каталог ботов, либо здесь ищем Flip Strike, если добавлено. Если чего-то нету, а это есть у меня в ролике, например, как вот следующий Range Detector из Summary Analytics, мы просто в каталоге ботов просто пишем Summary по-английски, Summary Analytics, все, от Stand Top, то есть должно быть написано Stand Top, это я, Stand Top. А 60 пользователей добавили, уже пользуются данным инструментом, 60 наших партнеров, соответственно, пользователей нашего сервиса. Summary Analytics добавили, все, код закрыт, просто добавляем. Это мой бот, нету кнопки добавить. У вас здесь будет кнопочка добавить бота. Закрыли. То же самое проделаем с Range Detector, Flip Strike с каталога добавили. По настройкам Flip Strike, что я сделал? Отключил фильтр наклона UT, то есть здесь по стандарту включена настройка, я отключаю. Антифлип, кулдаун, я включаю и включил 6. Можно выключить. Ну, давайте выключим, чтобы для ролика было побольше сигналов. Если включаете, сигналов будет меньше. Что такое антифлип кулдаун? То есть это задержка в свечах. А что такое задержка? Вот, допустим, если был сигнал, то в ближайшие 6 свечей у нас не будет больше сигналов. То есть ждем более подходящую следующую точку. Если данную настройку выключили, то видим, сигнал становится больше. Summary Analytics. Что такое Summary Analytics? Это как раз-таки вот такое вот окошечко справа сверху в углу, которое в моменте проводит анализ свыше 20 индикаторов и свыше 20 осцилляторов на финансовом рынке. То есть это помощники, инструменты, которые помогают анализировать график. В моменте они показывают нам общую оценку, то есть текущий тренд. Что лучше делать, продавать или активно продавать, допустим. Видим силу 61 из 100. Чем выше сила, тем выше вероятность того, что вам лучше выбрать такое направление по работе, по заработку. Есть live статус, продавать, осцилляторы продавать, тренд продавать. Что это означает? Это в моменте, прямо вот сейчас, когда у нас движется цена на графике, когда вот видим, у нас тики происходят, прямо в моменте live статус нам показывает, что происходит с графиком и потенциальное движение, то есть ждать. Сейчас нам говорит ждать. Предыдущая оценка была покупать. Сейчас мы ждем, то есть вероятно сейчас может смениться все на продажу, к примеру. Поэтому нужно понимать, следить за этими моментами. Об этом сейчас тоже расскажу. И следующий инструмент — это Range Detector, то есть настроечки по Summary Analytics. Здесь ничего не трогаю, ничего не меняю. И Range Detector. Настройки можете увидеть на экране, сверить их с тем, что будет у вас. То есть конкретно здесь я включил, получается, немножечко изменил ширину ATR для того, чтобы больше боковых ситуаций показывать. Что такое боковые ситуации? В этом ролике ничем не забиваю голову пока что, во всяком случае, а просто рассказываю, что здесь у меня включено, настроено. Что такое Range Detector? Это детектор боковиков, то есть боковых ситуаций. Сейчас у меня достаточно широкий диапазон включен, но мы можем просто наглядно увидеть, что боковые ситуации. Вот они. У нас когда свечи идут одна за другой и небольшой интервал просто движения, чтобы вы понимали. Есть коридор, и свечи ходят внутри этого коридора. Это у нас боковая ситуация, то есть ранее она тоже была у нас, но здесь она не отобразилась из-за того, что параметры у меня сейчас немножечко такие видоизмененные стоят, более с широким диапазоном длинным. Отдаляем график, видим, на каждом активе практически есть у нас такие ситуации. То есть здесь вот даже тоже был боковик, но он не подошел под алгоритмы данного бота. Что мы теперь делаем? Самое главное, как правильно входить в ситуацию. То есть депозит пополнили, сервис запустил, отдавайте для контента в данном ролике, но буду открывать, пусть будет по 10 тысяч, 1% от депозита по риск-менеджменту, то, о чем я рассказываю во всех предыдущих своих роликах. Подпишешься, когда на канал, сможешь посмотреть и понять, в принципе, схему работы. И напоминаю, друзья,
не надо бояться нового. Смотрим, почему я перешел в тему трейдинга. Просто ввожу в Google Trends запрос трейдинг, и что вижу по всему миру за 90 дней, постоянно высокая популярность, то есть даже выше, чем у запроса «Как заработать в интернете». То есть данная тематика гораздо популярнее, потому что люди прекрасно понимают, что в трейдинге есть деньги, здесь самые большие деньги крутятся, потому что разные фонды, разные компании, биржи, богатые люди, миллиардеры, они все занимаются так или иначе трейдингом, либо их фонды занимаются этим, либо они в целом зарабатывают просто на различных акциях, облигациях. То есть деньги все находятся в финансовых инструментах. Казахстан, Россия, видим популярный запрос, как раз таки копи трейдинг, лоток трейдинг, стрим трейдинг, слот, неважно, это уже к казино относится. То есть видим, данный запрос очень популярен, сверхпопулярность имеет трейдинг, обучение. Именно поэтому я веду свой канал сейчас, как раз таки рассказываю про трейдинг, чтобы больше людей, которые интересуются данной тематикой, могли начать на этом зарабатывать. Опять же, все зависит не просто от того, будете вы здесь зарабатывать от того, что хотите или нет, а от того, насколько вы будете качественно и внимательно к этому относиться, будете обучаться. Переходим на график, видим, у нас сигналы были, например, здесь у нас был сигнал в бай, но красное окошко справа сверху в углу у нас сейчас все красное, вот просто оно красное. И у нас лайв-статус тоже красный. Значит, я пропускаю данный сигнал, то есть у нас потенциал движения сейчас вниз более вероятен. То есть у нас два индикатора говорят разные направления движения. Также для чего я включил синий индикатор детектора боковиков? Для того, чтобы избегать торговли в данных движениях. Переключил данные индикаторы, поставил более дефолтные настройки для того, чтобы как раз таки, убрать лишние ситуации. Вот видим боковые ситуации, в них можем мы как работать, так можем не работать. То есть избегать данных ситуаций. Потому что в боковых движениях бывает свеча, идет вот просто одна с другой, красная, зеленая, все чередуются. И вы здесь можете нарваться на череду минусов. А что мы видим? Вот здесь, вот, кстати, ситуация хорошая. Давайте сейчас прям копирую сделочку, вхожу и покажу, почему я это сделал. Доходность приемлемая 88%. Я вошел на импульсе на зеленой свечке. Если уйдет не в ту сторону, открою двойной догон. То есть открою сделочку на 20 тысяч рублей прямо на этом же графике. Почему вошел в сделку? Во-первых, у нас на предыдущей свече был sell, то есть видим sell. И у нас индикатор аналитики показывает, что сейчас активно продавать нужно. И общая оценка активно продавать. То есть направление трендового движения у нас на продажу. И нам об этом говорит как раз-таки правый индикатор. Флипбот, получается, флип-инструмент говорит, что тоже нужно продавать. Плохая ситуация появилась. Смотрим, видим, buy сигнал появился. Это означает, что у нас в разные направления, давайте я все-таки открою здесь же. Это говорит о том, что у нас уже ситуация не очень. Вот такие ситуации нужно избегать. Видим второй сигнал прям рядом или на следующей свече появляется, то есть часто появляются. Избегаем. По какой причине? Значит, по сути, начался у нас боковик. То есть был здесь боковик, импульсные движения чуть-чуть отросли в коррекцию, ушли наверх. И снова вероятность боковика повышается. А сейчас смотрим, у меня получается сделочка предыдущая закрыта в минус. Что очевидно, да, у нас получилось здесь, я открылся посередине, свеча ушла наверх. Но все равно я все-таки открылся по данному индикатору, по аналитике, который нам говорит общая оценка активно продавать. То есть нам говорит активно продавать, я активно продаю. Все-таки был сигнал на продажу. Пробую все-таки войти в сделочку на понижение. Но вот видим, из-за того, что у нас есть явно импульсное сильное движение вверх, у нас сигнал был в buy. Противоположное движение, плюс у нас, вот видим, начало лайв-статус, все, поменялось. Два минуса — это нормально. Я вчера скидывал своим партнерам в чат свою статистику. Проходимость просто бешеная, но можно нарваться на такие ситуации. Плюс я сам сейчас здесь нарушил. Да, я вам показал явный пример, что я сделал не так. То есть я нарушил. Делаю новый двойной догон до 40 тысяч рублей. Еще новая ситуация. Пришло сразу несколько сигналов. Смотрим, что у нас на графике. Здесь у нас пытается в buy сигналить, то есть на покупку, но лайв статус и все еще красное. Здесь тоже был сигнал, он исчез. Давайте еще подождем что-нибудь. Здесь у нас сигнал в sell, но другой индикатор нам говорит, что надо покупать. То есть у нас полный рассинхрон, полный хаос. Такие ситуации избегаем. То есть видим, к чему это может привести. То есть первую сделочку я вам показал. Есть интересная ситуация, давайте попробуем ее отработать. Видим сигнал sell, и у нас индикаторы говорят тоже продавать, потому что есть импульсное движение, есть разворот тренда. На новой свече на 40 тысяч рублей вошел в сделку на понижение. И давайте просто ждем, смотрим, как отрабатывает данная ситуация. Но, кстати, перед тем, как буду ждать, смотрим просто. Вот видим, у нас есть, ранее был сигнал в buy, вот уже плохо, что часто сигналы начали повторяться. Не очень ситуация, но все равно сейчас будем отрабатывать данную сделку, она уже у нас открыта. Сигнал sell, все красное. Все, очевидно, что мы просто теперь ждем.
Самое, знаете, что интересно, мне периодически в личку прилетают сообщения, там, что все это скам, все, что ты показываешь, скам. Друзья, если бы это был скам, во-первых, я бы сам не зарабатывал на этом. Во-вторых, мы с другом делаем инструмент не просто так, а для того, чтобы нам было проще работать, проще было анализировать. Мы постоянно ищем подход к заработку и улучшение всего улучшения. Видим, заработал 36 тысяч рублей с этой сделки. Все четко ушло вниз. Если здесь было минус 30 тысяч, здесь плюс 6 тысяч уже, соответственно, у меня чисто к моему депозиту есть. Опять же, мой депозит сейчас достаточно большой, и я торгую на достаточно крупные суммы денег. Новичкам всегда рекомендуем начинать со $100. То есть $100 — это та сумма, которая легко разбивается на 6 сделок. Как это сделать, что, зачем, вы можете посмотреть на канале или просто присоединившись к нам. Все инструкции, все получите, как раз-таки присоединившись к нам. Сейчас новую сделку ищу, подбираю, показываю, как она отрабатывает. Нашел график, не было долго ситуаций. Видим, сигнал sell есть. Давайте скопируем сделочку, точнее, скопируем актив и откроем сделочку на данном активе. Если, опять же, сигнал сохранится. Были до этого тоже сигналы, ситуации были не очень. Достаточно вот здесь интересная ситуация, поэтому будем пробовать отрабатывать. Общая оценка активно покупает, но смотрим, уже здесь у нас лайв статус меняется на продажу. То есть сейчас на новой свече у нас он скажет продавать. И поэтому будем открывать сделку на понижение. 2 секунды, 1 секунда, и прямо здесь открываю сделку на понижение. То есть у нас было боковое движение. В целом, что мы можем здесь увидеть? Давайте покажу. Вот такое у нас боковое движение было. Мы ходили в этом интервале. И из этого интервала мы просто вырвались как раз-таки по направлению вниз. И нам это как раз-таки и нужно. То есть вошел в сделочку на понижение. Плюс у нас актив LBP-USD. Давайте найдем LBP-USD. Нажимаю на F, открываю на весь экран. Видим, сигнал sell был, общая оценка была активно продавать, лайф статус тоже активно продавать. То есть везде мы активно продаем. Значит, потенциально мы открыли верную сделочку. Опять же, мы торгуем вероятностями. Вероятность пойти вниз сейчас выше, потому что у нас связка двух индикаторов говорит на понижение, то есть на продажу. Поэтому вошел в данную сделку. 2 секунды, 1 секунда и закрылись в плюс. Это очень хорошо. Как всегда показываю, счет реальный, не демочка. Обновляем страничку. Счет реальный, не демо, не подмена кода, чтобы вы понимали. Закрылась сделочка, то есть было первые 2 в минус, 1 в плюс. Долго сейчас ждал ситуации, закрылись в плюс. Долго ждал почему? Потому что реальные ситуации были совершенно неподходящие и опасные ситуации были. Вот, к примеру, был сигнал sell на понижение. Потенциально, да, может развернуться, но у нас нет подтверждения от осцилляторов-индикаторов. Сила на покупку у нас падает, соответственно, вероятность, что скоро будет разворот, но при этом еще высоко держится, что скоро будет разворот, высокая сила. Вот видим, сила 59, начинает падать. Возможно, скоро будет разворот, но лучше избегать таких ситуаций, подыскиваем что-то более серьезное, что-то с большей силой. Видим, силы 100 из 100, 100 из 100. Копируем актив, вставляем. И входим на повышение на 10 тысяч рублей. Почему это сделал? Видим сигнал в buy. И у нас общая оценка активно покупать, сила 100 из 100, лайф статус тоже активно покупать. Но есть опять же нюансы, о которых я до этого говорил. Что? У нас есть сигнал sell, и тут же с buy появляется. То есть, возможно, боковое движение у нас началось, и сейчас может быть просто, в любой момент минусовая сделочка может быть. Записываю ролик, тороплюсь, все равно тараторю, болтаю много, поэтому я могу допускать эти ошибки. Плюс показываю вам пример, как не стоит делать. То есть я это проговариваю. То есть видим sell, видим buy. Здесь может снова sell появиться. Эта ситуация частенько встречается. Можно попробовать здесь двойным догоном отработать, то есть следующую сделку открыть тоже на повышении, если будет минус. Сейчас вот мы дергаемся пока что на данной точке. Сделочка закрыта в плюс. На грани, конечно, и за счет того, что я открылся не по открытию свечи, а открылся чуть позднее, закрылся в плюс, значит, двойной догон не использую. Такие ситуации тоже бывают. Я всем говорю, что на бинарных опционах самое главное — это не то, что там прям мы жестко предсказали. Это, конечно, идеально. Самое главное, что мы предсказали в целом движение графика, и нам закрыться главное в плюс, то есть на бинарных опционах. Видимо, если бы здесь брал двойной догон, то есть если бы сейчас был минус, здесь бы открыл двойной догон, вероятность закрыться плюс была бы гораздо выше. Появилась ситуация, здесь у нас sell на продажу. Давайте сначала вхожу в сделку на понижение на 10 тысяч рублей. Нашел график, достаточно интересно подходящий. Видим, общая оценка активно продавать, лайф статус активно продавать, сигнал подтверждающий от флип индикатора, от флип-бота был на продажу, на понижение. И просто теперь давайте просто понаблюдаем, подождем.
2 секунды, 1 секунда, сделочка закрыта снова в плюс. Тем временем депозит растет. То есть с помощью таких подтверждающих сделок на текущий момент, я не буду говорить, что это может быть всегда работает, но это реально какой-то предкнопка бабло, как по мне. То есть мы спокойно видим график, что нам говорит один индикатор, что говорит второй индикатор, и мы уже на основе этого принимаем решение. То есть смотрим, у нас боковое сейчас движение идет, видим сигнал sell, buy, они начинают чередоваться. То есть здесь уже отработал индикатор и говорит, что у нас действительно боковик, что вот эти все оценки, индикаторы здесь могут плохо работать, то есть не стоит входить в сделки. Нашел новый график, сейчас буду входить в сделочку на повышение. У нас идет движение наверх, давайте. Как раз таки здесь просматривается движение наверх. Вошел в сделку на повышение. Почему это сделал? Смотрим. Есть данный актив, данный график. У нас здесь был сигнал sell, здесь сигнал buy. Но при этом общая оценка активно покупать и live статус тоже активно покупать на текущий момент времени. Все может, конечно, поменяться в моменте. Но на текущий момент нам два бота говорят, нужно покупать. Один из них говорит активно пока что покупать. Но опять же, повторюсь, здесь может в любой момент начаться боковое движение, потому что был здесь сигнал sell, здесь buy, то есть два сигнала рядом подряд прям находятся. Поэтому можно отфильтровать, конечно, по флип-боту, по направлению движения тренда, то есть разные фильтры есть в данном инструменте, и можно все это включать. То есть нужно просто тыкать, играться с настройками. Видим, сейчас у нас просто пытается вниз рисовать, но при этом все равно говорит активно покупать. Давайте готовлю здесь же двойной догон, хочу все-таки здесь открыть на повышение, если будет минус. Но мы видим, в последние секунды мы вышли в плюс. Это на самом деле очень круто, это здорово. У нас получается уже несколько плюсов подряд. То есть начал я не очень, с 2 минусов, дальше пошли плюсы. Опять же, то, что работает у меня, всем говорю, всем всегда повторяю, может не сработать у вас. Потому что, все мы имеем немножечко разное видение на ситуации. Вам нужно сначала получить насмотренность, сначала начать видеть графики, видеть ситуации, потом уже переходить, соответственно, на реальный счет. То есть сначала учимся на демо, потом только на реальный счет переходим. К примеру, вижу данный график. Интересная здесь ситуация. Давайте сразу подготовлю здесь. Двойной догон я убрал, оставил 10 тысяч рублей на повышение. На повышение почему? Вот ситуация, возможно, не очень, но смотрим. У нас пропал сигнал, он здесь формировался, KGPI, правильно, да. Формировался сигнал, и он пропал в моменте. Но все равно пока что, ладно, общая оценка, активно покупать, лайф-статус активно покупать. Будем рассчитывать, что пойдет вверх. Не начнется разворот и движение вниз. Открыл сделочку. Готовлю сразу двойной догон на всякий случай. Видим, 3 секунды остается. И опять последние секунды все-таки график ушел наверх. И у нас прямо сейчас появляется сигнал на покупку. То есть на новой свече можно, говорит, входить на повышение. Давайте последнюю сделку отработаю. Прямо вот с этого импульса. С красной свечи войду на повышение. 4, 3, 2 секунды, 1 секунда и закрылись. В плюс, уверенный плюс. Вы посмотрите, как хорошо улетел график, и мы сразу 2 сделочки забрали подряд на данном активе. Вы посмотрите, что происходит. Самое главное, научиться правильно отбирать сделки по данным инструментам. То есть не входим в боковых движениях, если только можно взять, допустим, на выход из данного боковика, то есть при пробиве границы. Тогда можно, пробовать отрабатывать. Опять же, не входим, если у нас часто сигналы повторяются, то есть один сигнал за другим видим, что 5 уже достаточно, то есть 5 разрыв. Если же у нас чаще, чем через свечу попадается, ситуация не очень, здесь ситуация непредсказуемая. Поэтому обращаем на такие вещи внимание, смотрим на тени свечей и просто потенциально наблюдаем. Если у нас график, как-то вытягивается, что-то не очень ситуация, по факту он ходит в данном интервале, то лучше данных ситуаций избегать. Просто если здесь где-то сигнал появился следующей свечой, можно избежать для того, чтобы избежать минуса. Лучше не войти в какую-то сделочку, лучше пропустить, и вы сохраните свои деньги, лучше найти более уверенную, более четкую, хорошую ситуацию. Я показал вам на своем примере, как можно реально, прямо, лайфтайм зарабатывать на трейдинге. То есть как заработать деньги в интернете, просто начните изучать торговлю. Для этого достаточно просто перейти, воспользоваться нашим инструментом. Все ссылочки находятся в описании под видео. Также ссылочка на телеграм-канал находится там же, для того, чтобы просто подписаться, ничего не пропускать. Все ссылочки, все актуальное самое будет в телеграм-канале. Учитесь, зарабатывайте, отрабатывайте свою психологию. Учитесь ждать. Кто ждет на рынке, тот зарабатывает. Кто торопится, суетиться, тот только и делает, что теряет. То есть важно подходить к этому размеренно, потому что я всегда привожу в пример самую простую вещь.
А вот представьте, если вы пришли на завод и хотите, например, начать работать на заводе, вас просто так в начальство не поставят. Вам нужно сначала, например, научиться там на сварщика отучиться, затем повысить квалификацию, там перейти на инженера отучиться, только потом вас начнут повышать. То есть просто так, если вы не имеете связи, вы не сможете продвинуться и сразу начать зарабатывать, сидя в кресле. То есть вам нужно пройти этапы. Так же, как перед тем, как в целом начать работать, вам нужно отучиться, пройти стажировку. Здесь примерно то же самое. Учимся на демо-счете, переходим на реальный счет, начинаем зарабатывать. У тебя все получится, я это знаю. Самое главное, что ты уже на правильном пути и уже задаешь правильные вопросы и изучаешь правильные темы. Поэтому обязательно лайкос под видео, подписка. Пока-пока.